Лес между двумя городками, названия которых вы вряд ли выговорите с первого раза. Посреди леса темное, спокойное озеро. Одно из тех многочисленных норвежских озер, что одинаково живописны как на туристической открытке, так и месте преступления. К берегу подгоняют технику. Насосы, шланги толщиной в руку взрослого мужчины и генераторы. Масштаб операции быстро вышел за рамки обычных поисков. Парой водолазами сетками здесь было не обойтись. Недели работы и вложенный бюджет, которого хватило бы на реконструкцию городской больницы. Это операция по осушению озера. Люди работают с утра до вечера 7 дней в неделю, не прекращая работу даже под проливным дождем. 35 миллионов литров воды пропускают через фильтры. Тысячи кубометров ила просеивают через сито. За всем внимательно следят специалисты, все проверяют. Внезапно работы останавливают. В грунте обнаружили органику возрастом в 10 тысяч лет. Отложения той эпохи, когда здесь еще были ледники. На первый взгляд напоминает научную экспедицию. Так что же на самом деле здесь происходит? Ответ прост и страшен. Вся эта дорогостоящая операция ради одного. Найти тело 9-летней девочки. В паре десятков метров от раскопок среди следователей и приглашенного эксперта по психиатрии стоит человек в свободной одежде с термосом кофе в руке. Он не в наручниках и приехал сюда добровольно. Показать место, где, по его собственным словам, почти 10 лет назад убил и расчленил ребенка. Эту крупнейшую со времен Второй мировой войны судебно-медицинскую экспертизу Норвегия разворачивает с одной только целью – найти доказательства признания одного из пациентов психиатрической больницы. Тело не найдут ни в этом озере, ни в каком другом. Хотя он будет указывать их поочередно, ориентируясь то на старое кривое дерево у берега, то на сломанный мостик. Его звали Томас Квик. В этом лесу он был самым страшным человеком Скандинавии. Скандинавским Ганнибалом Лектером, как его называла шведская пресса. Через 16 лет он станет самым громким доказательством того, что систему правосудия можно обмануть, причем не хитростью и не гениальным планом, а ее собственной готовностью поверить. Можно ли создать серийного убийцу? Как терапия заставляет мозг поверить в воспоминания, которых никогда не существовало? До чего может довести одиночество? И почему история маньяка, которого боялась вся Скандинавия, обернулась крупнейшим скандалом в истории шведского правосудия? Если вы уже настроились на историю про хитрого манипулятора, который обвел всех вокруг пальца, придется вас разочаровать. Реальность намного интереснее и загадочнее одновременно. Это история про систему, которая так хотела получить своего монстра, что фактически сама его придумала. А заодно про то, что бывает, когда одиночество одного человека принимают за биографию убийцы, и никто вокруг не в силах остановиться первым. Вы на канале «Психогеометрия», где у каждого безумия есть своя форма. В апреле 1950 года в большой многодетной семье появилось еще 2 ребенка. Близнецы, мальчик и девочка. Мальчика назвали Стуре. Это была вполне обычная законопослушная семья, без всяких отклонений в воспитании, которые обычно рисует воображение зрителя при слове «маньяк». Отец работал санитаром в алкогольной лечебнице, а мать – вахтером и уборщицей в школе. Большая дружная семья. Или все же не такая дружная, если один из детей позже будет бояться одиночества. Но не будем забегать вперед. С раннего возраста у Стури были проблемы со здоровьем. Он часто болел, перенес туберкулез и к тому же еще и шепелявил. Это сильно смущало его, он становился мишенью для насмешек. Причем не только со стороны сверстников в школе, но и со стороны братьев и сестер. В своих воспоминаниях он писал, что после издевательств убегал в чулан поплакать. Но так ли было это на самом деле? Став подростком, Стури вдруг осознает, что его больше тянет к мальчикам, нежели к девочкам. А в Швеции в те годы гомосексуальность – это еще клеймо, а не факт биографии. Парень тяжело это переживает и замыкается в себе. Одиночество появляется задолго до первого признания, задолго до всего, что превратит его в символ национального страха. Первый раз Стури оказался в психиатрической клинике, когда ему было около 20 лет.
Парня обвинили в сексуальных домогательствах в отношении 4 несовершеннолетних мальчиков. Его заперли в психбольнице, поставив диагноз «педофилия», но через год уже выписали с испытательным сроком. Стури отправили учиться в высшую школу. Именно там он попал в компанию гомосексуалов, злоупотреблявших алкоголем и вредными веществами. Конечно, к хорошему это не привело. Он то и дело оказывался в психбольнице, а потом через время возвращался домой под наблюдение врачей. Пару лет спустя Стури в наркотическом опьянении бросается с ножом на приятеля и почти убивает его. Но из-за статуса пациента психиатрического учреждения уголовного дела не заводят. Врачей уже тогда куда больше интересует его лечение. Стури Бергваля снова закрывают в клинике, но через 3 года выписывают. Доктора посчитали, что пациент для общества не представляет угрозы. С наркотиками и алкоголем полностью завязал. Якобы осознал, что приставать к детям противозаконно. Стури попытался начать жизнь по-новому, подыскивал работу. Одно время держал ларек с едой в маленьком шведском городе. Потом открыл там же небольшой табачный киоск. И какое-то время жизнь была почти нормальной, насколько это вообще применимо к человеку с таким послужным списком. Но вскоре он поссорился с совладелицей табачного бизнеса и разорился. Не придумав ничего лучшего, в 1991 году Стури с приятелем решил ограбить банк. Они ворвались в дом главного бухгалтера этого банка в масках местного Санта-Клауса и взяли его семью в заложники. А чтобы запутать дело, Стури разговаривал с финским акцентом, но это не помогло, и их с приятелями быстро опознали. Табачный киоск Стури находился рядом, в соседнем доме. Да и сам он много лет подряд был клиентом этого банка и часто заходил в это отделение. План оказался настолько плохим, что уже в этот же день полиция стояла на пороге дома Бергваля, и он тут же во всем сознался. Сообщника Стури посадили в тюрьму, а ему назначили судебно-психиатрическую экспертизу, после которой суд решил, что этому человеку нужнее терапия, чем тюрьма. Его отправили в Сеттер, учреждение строгого режима для психически больных преступников, и по всем правилам жанра история должна была тихо на этом закончиться. Просто еще один рецидивист с диагнозом. Плюс одна закрытая палата и папка в архиве, о которой скоро никто и не вспомнит. Дальше, как это уже было не раз в жизни Стури, его должны были выпустить под наблюдение врачей. Прошло положенное время, и специалисты клиники решили, Стури Бергваль стабилен и готов вернуться в обычную жизнь. И вот здесь начинается наша история. Потому что, узнав об этом, вместо облегчения он испытывает панику. Он боится снова остаться один. Боитесь ли вы одиночества? Довольно простой вопрос, но со звездочкой. Одиночество ведь бывает разным. Может, как у Робинзона Круза, когда вокруг только пальмы, море и ни одной живой души. А бывает, куда чаще, что ты живешь в огромном мегаполисе, среди ярких огней и сверкающих реклам, но рядом нет ни одного человека, который смог бы тебя понять и помочь. У Стури Бергваля семья была. 6 братьев и сестер. Все выросли вместе. Так почему же он тогда боялся, что останется один? К 1991 году, когда в клинике решается вопрос, что делать с этим пациентом дальше, Стури уже годами живет тем, что журналисты потом назовут отчуждением от внешнего мира. Такой своеобразный дрейф через какие-то сомнительные компании, алкогольную и наркотическую зависимость, а впоследствии психиатрические больницы. Получается, что той семьи, которая могла бы его встретить, уже почти не осталось. Просто за эти 20 лет он сам все дальше отдалялся от людей, которые когда-то были ему близки. И теперь возвращаться туда, где он снова обязательно сорвется, становится страшнее, чем оставаться за дверью в уже привычной для него обстановке. В свободном мире ждали одиночество, работа, которую нужно снова искать, и полное отсутствие людей, для которых он вообще что-то значит. Да, в больнице есть режим, но кроме него красивые медсестры, соседи по палате и внимательные врачи. Тогда довольно быстро Бергваль находит оригинальный способ задержаться в клинике, который он сам придумал. Конец 20 века. Пик популярности историй о серийных убийцах. В кинопрокате «Молчание ягнят», а в книжных лавках на расхват «Американский психопат». Образ маньяка с феноменальным интеллектом, умело манипулирующим людьми, запал Бергвалю в душу. А что, если самому стать таким же, чтобы заинтересовать врачей? Вряд ли он сам знал, чем это закончится. Добиться психотерапии было нелегко.
Врачи были перегружены работой. Однако Бергваль сумел убедить доктора Челя Персона, что его преследуют мысли о самоубийстве. Поначалу ему не поверили. Но парень слегка подготовился. Уже прочитал несколько последних статей по психологии и знал, с чего начать. Он начинает рассказывать о своем детстве, страшные истории о насилии, о жестокости в семье, которую до этого момента никто, включая его собственных братьев и сестер, никогда не описывал такими словами. О чем-то настолько травматичном, что память об этом якобы стерлась сама собой. А теперь в кабинете психотерапевта начинает возвращаться, открывая забытые детские психологические травмы. Здесь я хочу объяснить, что происходило по другую сторону этого кабинета, потому что без этого следующая часть истории выглядит как случайное совпадение обстоятельств. На самом деле, это была система, которая давно, задолго до Бергваля, ждала своего идеального пациента. Для этого вернемся немного назад, в середину 70-х 20 века. В Сеттере работает психотерапевт Маргет Норрель, у которой есть теория, по тем временам нередкая, но уникальная по силе, с которой в нее верят. Норрель считает, что большинство тяжелых психических расстройств взрослых людей – это следствие вытесненных травм детства, чаще всего сексуального насилия. Чем тяжелее диагноз, тем глубже по этой логике должна лежать похороненная травма. Пациент просто пока не готов ее вспомнить. Не забывайте, что тогда были совсем другие правила и другие взгляды. Конец 70-х и 80-е – это время, когда идея вытесненной памяти о насилии переживает настоящий бум сразу в нескольких странах. Психотерапевты массово помогают пациентам вспомнить психологическую травму, которую те прежде и не подозревали. Иногда всплывают и куда более экзотические сюжеты, вроде участия в сатанинских ритуалах. Позже это назовут одной из самых грубых психотерапевтических ошибок 20 века. Но в момент, когда Стури Бергваль оказывается в клинике, это еще считается смелым научным прорывом. Вокруг Норрель за 15 лет складывается небольшая, но очень преданная группа специалистов, которые разделяют этот взгляд и применяют его на практике, методом так называемой терапии восстановленной памяти. Пациента подводят к воспоминанию через наводящие образы, гипнотические техники, долгие сессии, где врач мягко, но настойчиво предлагает интерпретации происходящего. А пациент, который хочет понравиться, хочет быть услышанным и наконец получить объяснение собственной изломанной жизни, начинает эти истории подтверждать. Одна проблема. К 1991 году теория Норрель еще ни разу не получила своего идеального подтверждения. Не было такого пациента, чья история доказала бы ее целиком, от вытесненной травмы до взрослого насилия, как ее прямого следствия. Стури Бергваль оказывается в психбольнице именно в тот момент, когда такой пациент нужен больше всего. Он этого, разумеется, не знает и не может знать. Просто неожиданно для себя несчастный вместо спасения попадает в ловушку, которая очень быстро захлопывается. По итогу есть два человека. Пациент, который панически не хочет уходить из клиники, и психотерапевт с теорией без единого стопроцентного доказательства. Они начинают достраивать одну и ту же историю друг под друга. Едва ли кто-то из них в тот момент считал происходящее ложью в привычном смысле этого слова. Психиатры мечтают о новом открытии, а Бергваль ищет способ понравиться человеку, чье одобрение стало для него важнее правды. Поэтому на одной из сессий психотерапии он начинает как бы вспоминать о насилии со стороны отца. Доктор Персон, явно скучавший до этого в кресле, вдруг напрягся и замер. Осознав, что попал в яблочко, Бергваль стал придумывать истории из детства одну страшнее другой. То мать его избивала и унижала, то однажды из-за него у нее случился выкидыш. В своем дневнике на 316-й день лечения он напишет, что смотрел в глаза доктору и понимал, что должен дать то, чего от него хотят. Им нужны были его воспоминания о тяжелом детстве, переживания, а затем из-за всего этого тяга к совершению преступлений. К этому моменту, как потом признались сами терапевты, у него вообще не было воспоминаний о жизни до 12 лет. А вот эту дыру можно было заполнить всем чем угодно, тем более если это приносит выгоду. Персон внимательно слушал каждое признание пациента. Постепенно Бергваль получил больше свободы внутри клиники, а врачи продолжали увеличивать дозы назначенных ему препаратов с наркотическими веществами. При этом он сам тайно добывал наркотики, которые по сути подпитывали его фантазии и помогали добавлять все новые подробности в истории о своем якобы тяжелом детстве. И все же старания Бергваля почти напрасно. Персон решил, что терапия дала хороший результат. Пациент практически здоров, детские воспоминания проработаны и забыты. Пора готовиться к выписке.
Бергваль делает последние попытки продолжить лечение. Он рассказывает доктору, что совершил что-то ужасное, но пока не может вспомнить, что. Осознав, что психотерапевт отнесся к словам с недоверием, Бергваль решает изменить тактику. Он берет себе новое имя, девичью фамилию матери – Квик. Стури Бергваль, мелкий рецидивист с длинным диагнозом, перестает существовать. Появляется Томас Квик, человек, решивший начать новую жизнь. У терапевтов, которые работали с Квиком, сформировалась закрытая группа. Главной в ней была Норрель. Персон и Столи, ее ученики, фактически шли за ней и перенимали ее взгляды. Поэтому любой, кто сомневался в ее теории, воспринимался не как коллега с другим мнением, а почти как предатель. Понятно, что в такой атмосфере несогласие стоило дорого. Никто никого не увольнял, конечно. Несогласного просто вытесняли из круга, который к тому моменту уже определял и профессиональную, и во многом личную жизнь каждого из них. А Бергваль тем временем внимательно изучает прессу и находит статьи о пропажах детей, которые так и не раскрыли. И на очередном сеансе психотерапии, расплакавшись, признается доктору Персону, что надругался над 2 мальчиками и убил их. Доктор не верит, но решает провести эксперимент. Он везет пациента на место преступления. Вернувшись в клинику, доктор уже не сомневался в словах Квика. У того на выезде случилась паническая атака, а так прореагировать мог только преступник. Вот только Персон никому ничего не рассказал. Он просто ушел в отпуск. И работу с Квиком продолжила Бергитта Столли. Едва начав работать с новым доктором, Квик сразу рассказывает ей, что он маньяк. Испугавшись такого признания, Столли связывается с начальством, ожидая, что приедет полиция. Такой поворот событий испугал Квика. Но как признаться доктору, что он солгал? Через 2 недели, которые ему дали для того, чтобы он сам обратился в полицию, он так и не смог отказаться от вранья и решил, будь что будет, и рассказал психотерапевту об убийстве Юхана Асплунда, мальчик, который пропал в Сунсвале еще в 1980 году. Это дело, которое полиция годами не могла сдвинуть с мертвой точки, несмотря на десятки версий и тупиков, и о котором до сих пор время от времени вспоминали в местных новостях, словно о ране, которая никак не заживет. Для следствия это признание пациента психиатрической больницы просто идеальный шанс закрыть дело, которое 13 лет висело нераскрытым и портило статистику целого района. Расследованием занимается прокурор Кристер Вандеркваст. Он, как и многие исследователи, куда больше заинтересованы в подтверждении версии, чем в ее проверке. Раскрыть дело Асплунда для такого прокурора – это огромная ступенька в его карьере. Кваст такой подарок судьбы упускать был не намерен. Еще даже не встретившись с Квиком, он уже оказался в центре внимания журналистов. Когда подозреваемого привезли в город для следственного эксперимента, прокурор сопровождал его сам, а сотрудники прокуратуры окружили Квика такой заботой, что даже носили на руках, когда тот терял силы. После такого теплого приема Квик сознается в убийстве еще одного мальчика, Чарльза Зельмановица, но требует нового адвоката, потому что прежний защитник, по его словам, недостаточно старался добиться обвинительного приговора. Странный запрос. Обвиняемый меняет адвоката не для того, чтобы лучше защищаться, а для того, чтобы вернее сесть. Шведская судебная система, как выяснится позже, оказалась совершенно не готова к подсудимому, который добивается не оправдания, а осуждения. Вся ее защитная механика была рассчитана на человека, который хочет уйти на свободу, а не остаться под замком любой ценой. Никто заранее не продумал протокол на случай, если обвиняемый – самый заинтересованный участник процесса в собственном обвинительном приговоре. Теперь надо рассмотреть и методику психотерапии Квика. Это многое объяснит из того, что случится дальше. Терапия строилась как многолетний, почти ежедневный ритуал. Сессии, записи снов, дневники, которые пациент вел по указанию терапевтов и сдавал на разбор. Каждая деталь дневника интерпретировалась в свете уже существующей теории. Если Квик писал про какой-то предмет из детства, ему мягко предлагали версию, что этот предмет мог бы символизировать нечто травматичное, и попросили попробовать прочувствовать это глубже на следующей сессии. Спустя месяцы такой работы граница между тем, что человек действительно помнит, и тем, что ему помогли выстроить, стирается и для него самого. То есть он уже несознательно лжет. Его мозг, вынужденный годами искать несуществовавшее прошлое, в какой-то момент находит его. Это объяснение того, почему сам Квик, судя по его дневникам того периода,
какое-то время действительно верил в части собственных историй. В криминальной психологии ложные признания давно разложены по полочкам, но случай Квика уникален. Есть признания добровольные, их дают, чтобы прикрыть настоящего преступника или из желания славы. Есть вынужденно уступчивые. Человек соглашается с версией следствия, чтобы прекратить давление допроса, хотя внутренне знает о своей невиновности. А есть вынужденно интернализованные. Самый жуткий тип, когда человек под давлением действительно начинает верить в собственную вину, даже не совершая преступления. Исследователи, разбиравшие именно случай Квика, предложили четвертую категорию – вынужденно-реактивное признание. Под многолетним давлением заботливой, почти материнской терапевтической среды, которая вознаграждала за каждую новую подробность вниманием и одобрением. Внешне это выглядело мягче любого силового допроса. По разрушительному эффекту оказалось едва ли не страшнее. В следующие годы Квик признается еще в 30 с лишним убийствах в Швеции, Норвегии и Финляндии. Из этих 30 с лишним 8 дойдут до суда и закончатся обвинительным приговором. По остальным дела либо не довели до процесса, либо признание разваливалось еще на стадии следствия. Но по каждому из 8 дошедших до приговора не будет найдено ни тел, ни орудия, ни улик, которые существовали бы отдельно от его собственных слов. Пресса тем временем не молчит. За каждым новым признанием выходит громкий заголовок. После выезда на место преступления моментально выходит репортаж. Постепенно, еще до первого приговора, в шведских газетах закрепляется образ. Самый жестокий и загадочный убийца в истории страны. Психологический феномен, которого наконец разгадали лучшие умы Сеттера. К середине 90-х Швеция, одна из самых безопасных стран Европы, неожиданно сталкивается с преступником такого масштаба, о котором раньше ее жители знали лишь по американским книгам и фильмам, и реагируют на это ровно так, как реагирует любое общество, которое долго не хватало по-настоящему великого зла. Журналисты соревнуются за эксклюзивные интервью с врачами Квика. Телеканалы снимают документальные передачи с реконструкциями его признаний. В одном из заголовков его напрямую сравнивают с Ганнибалом Лектером. И сравнение приживается настолько, что сам Квик, по свидетельствам персонала клиники, явно наслаждается им. Начинает держаться увереннее, охотнее общается с журналистами, которых пускают к нему на территорию Сеттера. Вот в чем парадокс всей этой фантасмагории. Слава Квика как убийцы становилась все громче, но вот проверять ее всерьез уже почти никто не хотел. Усомниться в тот момент означало бы разрушить целую медийную конструкцию, в которую уже вложились десятки журналистов, редакций и телеканалов. Пресса создала убедительный образ Квика. Безумный маньяк, сломленный тяжелым детством. Родственники не раз пытались доказать, что его истории выдумки. Бред, не соответствующий действительности. Но их даже не слушали. Из фильмов вспоминается сцена, как суровый детектив выбивает правду из молчащего подозреваемого. В этой истории все было наоборот. Один и тот же следователь годами ведет с Квиком беседы и в процессе сам подсказывает ответы. Спрашивает не что вы сделали, а была ли там река, нож был длинным или коротким, и по реакции лица, по паузе, потому угадал он с формулировкой или нет, корректирует следующий свой вопрос. Если ответ не удовлетворял следователя, то Квика просили подумать еще, подталкивая к правильному ответу. Сам Квик опишет процесс восстановления памяти метафорой проявки фотопленки. Темное становится светлым, а светлое особенно темным. На самом деле воспоминание рождалось прямо в моменте разговора, а не извлекалось из прошлого, потому что извлекать было попросту неоткуда. За каждое новое признание Квик получил привилегии. Собственный кабинет с компьютером и доступом в интернет, терапию и препараты по требованию, рестораны во время выездов на место преступлений, а также статус самого известного пациента страны, к которому персонал относится с осторожным, почти боязливым уважением. Человек, признавшийся в 30 с лишним убийствах, жил в закрытой психиатрической палате комфортнее, чем большинство пациентов без единого уголовного эпизода за плечами. Это похоже на тюрьму для убийцы? Мне кажется, что если бы он победил на Евровидении, у него бы не было столько внимания. Местная звезда какая-то. Что вообще получает человек, который годами живет в закрытом учреждении без реальной надежды на освобождение? У большинства пациентов Сеттера каждый день похож на день сурка.
Подъем, процедуры, столовая, палата, отбой. А у Квика собственный кабинет с компьютером, к которому у остальных пациентов доступа нет. Интернет, который в те годы даже не в каждом шведском доме был. А еще выездные экспедиции по всей Скандинавии с остановками в ресторанах. Потому что человека, который вот-вот поможет раскрыть очередное громкое дело, не кормят тюремной кашей. И он мог себе это позволить, ведь у него-то в руках было то, чего не купишь никакими привилегиями. Внимание! Для некоторых людей он внезапно стал самым важным человеком в их профессиональной жизни. Взять, к примеру, психиатра, которая наконец получила подтверждение своей теории. Со следователем все ясно, у него карьера держалась только на раскрытии его дел. А прокурор, который каждый день получал похвалу от начальства, наверное, распух от гордости. Ведь по сути каждый из них нуждался в Квике. Если смотреть под таким углом, становится понятно, почему никто и не пытался усомниться в его словах. Стоило Квику хотя бы намекнуть на сомнения, и рушились жизни и карьеры всех, кто вложился в него. Самый наглядный пример того, насколько слабо признания были связаны с реальностью, дело Терезы Юханессен, 9-летней девочки из Норвегии, той самой, которую искали в озере в начале этой истории. Впервые заговорив о ее убийстве, Квик с чувством описывал светлые волосы до плеч, которые развиваются вокруг нее, когда она бежит. Тереза была родом из пакистанской семьи, у нее были короткие темные волосы. Он тупо не знал, как она выглядела. Он это придумывал на ходу, подстраиваясь под ожидания сидящих напротив людей. И ведь никто из них не остановил его на первой же неточности. Похожая история с самым первым признанием в его практике, еще до всех громких дел. Убийством 14-летнего Томаса Блумгрена в Вексjö в 1964 году, когда самому Квику было 14. Дело, по его словам, уже попадало под срок давности, поэтому он и выбрал именно его для тренировочного, самого первого признания. Позже выяснится, в день убийства Квик был на важном обряде в церкви в Фалуне, почти в 500 километрах от Вексjö, в окружении всей своей семьи. Железное алиби на убийство, в котором он с готовностью признался. Но ни одно из этих несовпадений никого не насторожили. Неужели все так слепо ему верили? Нет, конечно нет. Скептики появились сразу, в самом начале, только их не хотели слушать и быстро затыкали им рты. Один из полицейских, работавших по делу, еще в 90-х открыто писал, что пока Квик не покажет хоть что-то, реально принадлежавшее одной из жертв, вероятность того, что перед следствием сидит компульсивный лжец, выше, чем вероятность того, что перед ними убийца. Его мнение просто утонуло среди голосов тех, кто уже успел построить карьеру на противоположном выводе. С 1994 года по 2001 было проведено 6 судебных процессов, которые закончились 8 обвинительными приговорами. Первым в этом списке был Чарльз Зельманович, 15-летний подросток из Питео, пропавший в 1976 году. Его семья ждала ответа 18 лет. И когда наконец получила его в виде приговора Квику в 1994, у следствия по-прежнему не было ни единой судебно-медицинской улики, кроме собственных слов подсудимого. 18 лет ожидания правосудия, а настоящего убийцы так и не было представлено. Следом уже знакомый нам Юхан Аспунд из Судсваля, пропавший в 1980 году. Тело так и не нашли. Приговор в 2001 году опирался только на признательные показания преступника. 13 лет между исчезновением и первым признанием, а затем еще 21 год между приговором и окончательным оправданием Квика. Семья Астлунда так и осталась без ответа на вопрос, что на самом деле случилось с мальчиком и где находится его тело. В Норвегии на счету Квика окажутся еще 2 молодые женщины и упомянутая уже Тереза Юханессен. В Швеции голландская туристическая пара, отдыхавшая в стране и просто не вернувшаяся домой, и 2 молодых мужчин. Методы убийств, по версии самого Квика, каждый раз разные. Где-то нож, где-то удушение, где-то, по его собственным рассказам, расчленение и даже поедание частей тела. Детали, которые пресса с готовностью вынесет в заголовки. Потому что именно такие детали продают тираж. Голландская пара – отдельная и по-своему показательная история. Молодые туристы приехали посмотреть на шведскую природу и просто не вернулись с маршрута, о котором успели написать родным перед выездом. По этому делу, кроме показаний Квика, следствие больше ничего не предъявит. Даже никаких судебно-медицинских экспертиз.
Для настоящего серийного убийцы такой разброс почерка практически нонсенс. Люди, которые убивают снова и снова, обычно повторяют один и тот же ритуал, потому что именно он дает им то удовлетворение, ради которого все затевается. Это база любого психоанализа, и опытный следователь должен был споткнуться об это еще на третьем деле. Взять хотя бы дело Енона Леви. Опознавая орудие убийства, Квик несколько раз ошибался, прежде чем наконец назвал предмет, совпавший с находками следствия. Судья на процессе услышал только финальную, правильную версию. Все промежуточные, неудачные попытки остались в протоколах и всплывут только через 1,5 десятка лет, во время пересмотра дела, когда защита наконец получит доступ к полным материалам допросов. Как суд 6 раз подряд принимает признание без единой независимой улики? Дело не в глупости судей, судьи как раз таки в этом деле были образованными, опытными людьми. А все дело в том, что хорошо рассказанная история почти всегда выигрывает, даже если нет фактов. Особенно, когда рассказчику помогает подтверждать ее вся система вокруг. Психотерапевт, прокурор, следователь, СМИ. К концу 90-х Томас Квик не просто подсудимый. Он национальная фигура, тема телепередач и газетных разворотов, предмет отдельного академического интереса. Сразу несколько психиатров публикуют статьи о феномене его памяти, называя случай уникальным для мировой практики. Систему, по сути, устраивало то, что происходит. Она получила своего монстра. Сами заседания, если убрать фактическую сторону дела, выглядели рутинно. Разве что защита в привычном смысле здесь фактически отсутствовала. Адвокат Квика, как мы уже говорили, работал не на оправдание, а на осуждение своего клиента. И вопросов, способных пошатнуть версию обвинения, просто некому было задавать. На каждом процессе выступали психиатрические эксперты, оценивавшие достоверность показаний Квика, и почти неизменно приходили к выводу, что его признания психологически убедительны, эмоционально насыщены, детализированы ровно настолько, насколько это ожидается от человека, действительно переживающего вытесненную травму. А что случилось с остальными признаниями? Теми, которые никогда не дошли до суда. 22 дела из более чем 30. Часть из них следствие тихо отложило, столкнувшись с явными противоречиями еще на этапе проверки, как с алиби по делу Блумгрена. Часть просто не набрала достаточно подтверждающих деталей, чтобы прокурору хватило смелости выйти с ними в суд. То есть даже внутри самой системы, которая годами закрывала глаза на нестыковки, существовал негласный порог доверия. Просто он оказался значительно ниже, чем должен был быть у людей, работающих с человеческими жизнями и репутациями погибших. 2001 год. Квику за 50. Он уже устал от всей этой шумихи вокруг своей персоны. Придумывать новые истории не хватает сил. Он начинает подумывать о смерти, принимая огромные дозы препаратов. Заметив это, врачи резко уменьшают дозы. А тут и скептики все же добились своего. И Квику не удается избежать публичной критики своих признаний. Страдая от нехватки препаратов, он резко обрывает сотрудничество со следствием, а потом и вовсе возвращает себе имя Стури Бергваль. Дело выпадает из новостей, и 7 лет о нем не вспоминают. Все, кто следил за этой историей, считают ее закрытой. Преступник осужден, приговорен и забыт, а дело сдано в архив вместе с остальными. Однако в 2008 году журналист Ханнес Ростан решил снять документальный фильм о Томасе Квике без какого-либо намерения устроить громкое разоблачение. Ханнес давно является одной из ключевых фигур расследовательской журналистики на шведском ТВ. Убийца Квик или выдумщик, пусть зритель сам решает, кому верить. Неожиданно Квик соглашается на сотрудничество. Работая с материалами дела, журналист замечает множество ошибок следствия. Но самое главное – это признания Квика, которые с каждым допросом становились все более точнее. Причем ровно настолько, насколько точнее становились наводящие вопросы одного и того же следователя. Не память возвращалась, а появлялись подсказки, аккуратно упакованные в форму вопроса. Ростан поднимает архивные записи допросов и начинает сравнивать эпизод за эпизодом, раннюю и позднюю версию одного и того же признания. Разница сразу бросается в глаза. Чем позже дата допроса, тем меньше в рассказе Квика противоречий с уже известными следствию фактами. Следователь уже хорошо знает, как и что последственному подсказать, чтобы все детали дела сошлись. Тогда журналист идет к Квику для интервью, рассчитывая услышать очередную версию давно знакомой истории.
Неожиданно для себя, Ростам вдруг спрашивает Квика, не придумал ли он все эти истории. Ответ поражает. Сквозь слезы Бергваль признается, что не убивал никого и никогда. Ни одного человека, которых так подробно описывал следствию и журналистам. Но одного отказа от прежних показаний было мало. Репутацию таким способом не вернуть. И Ростам принялся за работу. Месяцами копался в материалах дела, находил и опрашивал людей, причастных к процессам, и параллельно публиковал одно расследование за другим. Журналист обнаружил, что во время психотерапии у Квика формировали ложные воспоминания, то есть терапевт манипулировал пациентом. Кроме того, на допросах Квик находился под высокими дозами препаратов, что снижало способность критически оценивать вопросы. В итоге Ростам доказал, что ни одно из 8 дел не выдерживает проверки. К тому моменту у Бергваля наконец появляется адвокат, который действительно на его стороне. Его имя Томас Олсон. А махинация вокруг дела берется распутывать отдельная государственная комиссия. За свои расследования Ханнес Ростам получил престижную премию «Золотая лопата», но сам он говорил, что настоящей наградой для него станет лишь полное оправдание Бергваля. В наказание виновных Ростам почти не верил. Все материалы по этому делу журналист соберет в книгу. К сожалению, сам Ханнес Ростам не доживет до того момента, когда его книга выйдет в печать. Он умрет незадолго до публикации, так и не увидев финальную сцену истории, которую сдвинул с мертвой точки одним неожиданным интервью. Ирония в том, что человек, разоблачивший одну из самых громких фальшивых биографий в истории Швеции, так и не узнает эпилог собственного расследования. Тогда, между 2010 и 2013, все 8 приговоров один за другим отменяются на пересмотре. Первым падает дело Енона Леви. Бергваль и его новый адвокат подают апелляцию. И в сентябре 2010 года Квика оправдывают. За ним, дело за делом, отменяются и остальные 7 приговоров. Последний в июле 2013. Каждая отмена – это признание системой того, что она сама годами принимала желаемое за действительное. И каждый раз это признание давалось с боем. Потому что прокуратура сопротивлялась. Часть психиатрического сообщества продолжала настаивать на достоверности воспоминаний Квика даже после первых пересмотров дел. Самый скандальный эпизод всего разбирательства – попытка внешней проверки. Судья Верховного суда Йоран Ламбертс, разбиравший дело Квика в качестве канцлера юстиции, за несколько дней приходит к выводу: полиция работала отлично, никаких нарушений не было. А позже выяснится, что в процессе проверки он переписывался с бывшим прокурором, следователем и адвокатом самого Квика. То есть с теми же людьми, чью работу должен был оценивать со стороны объективно и независимо. Переписка попадет в прессу, и читатели своими глазами увидят, как формировался вывод, который должен был выглядеть беспристрастным. Институт, которому полагалось расследовать провалы системы, оказался частью того же самого круга, что и сам провал. Общественная реакция на это оказалась почти такой же показательной, как сам скандал. Часть шведской прессы, годами кормившаяся историей Томаса Квика, встретила разоблачение с явной неохотой. Были и статьи, продолжавшие защищать оригинальные приговоры уже после первых отмен. Появились психиатры, публично настаивавшие, что даже если отдельные признания и содержали ошибки, сама вероятность виновности Квика хотя бы в части эпизодов остается высокой. Конечно, легче было продолжать верить в собственную многолетнюю правоту, чем признать, что вся конструкция держалась на пустоте. Сам Бергваль уже после освобождения скажет: «Я не такой умный». История Томаса Квика это доказывает. И люди должны спросить, кто кем на самом деле управлял. Человек, 20 лет считавшийся хладнокровным манипулятором уровня литературного злодея, оказывается самым слабым звеном в цепи, где остальные звенья были куда влиятельнее, образованнее и увереннее в себе, чем он сам. Из Сеттера Бергваля выпускают после более чем 20 лет заточения. Медицинское заключение, частично рассекреченное для прессы, говорит, что он уже несколько лет не принимает никаких препаратов. И по мнению врачей, он в них не нуждается. Оказалось, что человек, которого общество считало неуправляемым чудовищем, на поверку оказывается достаточно стабилен, чтобы жить без единой таблетки. Надо добавить, что последние 7 лет в Сеттере Бергваль действительно жил в полном молчании, бродил по камере и коридорам без всякого контакта с другими людьми и не имея связи ни с кем снаружи. Это после всего того, что он испытал, когда был Томасом Квиком.
Именно это одиночество система приняла за биографию серийного убийцы. Дело Квика при этом не уникально в мировом масштабе. Просто оно самое громкое. Терапия восстановленной памяти в те же десятилетия породила похожие истории в США, Великобритании и других странах. Появлялись люди, которые вдруг вспоминали насилие со стороны родственников. А иногда целые сети ритуального давления, которые на самом деле не существовали нигде, кроме кабинета психотерапевта. Большинство этих историй так и не дошли до суда и тихо развалились в частных семейных драмах. Квику не повезло вдвойне. Его версия оказалась не просто личной трагедией, а материалом для 8 уголовных процессов с реальными приговорами. Вернемся к тому лесу, с которого мы начали. К драге, которая вытягивает со дна ил тысячелетней давности в поисках тела, которого там никогда не было. Все это время, пока техника ревела на весь лес, а следователи ждали результата, ответ стоял в паре метров от них, с термосом кофе в руке, и заключался вовсе не в том, что скрыто на дне озера, а в том, что творится в голове у человека, которого много лет никто не хотел видеть иначе, чем через призму собственной теории. Дело Квика устроено зеркально. Здесь одиночество и травма в основном придуманные, а вот жизни, которые оно поломало, вполне настоящие. Только на этот раз не жизни жертв, а жизни семей, которые получили ложный ответ вместо настоящего, и репутации целой системы, которая должна была этот ответ проверить, прежде чем выносить приговор. Хочу добавить, что после оправдания история не закончилась молчанием. Журналист Дэн Йозефсон и сам Бергваль по отдельности выпустили книги о случившемся. На шведском телевидении вышел документальный фильм с его собственным интервью. А несколько лет спустя по этой истории сняли игровой фильм и сериал. Редкий случай, когда бывший маньяк становится главным свидетелем обвинения против целой системы, которая его создала. Мы привыкли спрашивать, что делает из человека монстра. Дело Томаса Квика заставляет спросить иначе. Что делает из системы, из терапевта, прокурора, следователя, адвоката, судьи, каждого из которых по отдельности можно назвать хорошим профессионалом, механизм, который 20 лет коллективно верил в чудовище там, где был просто очень одинокий человек. И если систему, которая по всем правилам должна защищать правду, обмануть настолько легко, есть ли у вас уверенность, что рядом с вами прямо сейчас не разворачивается похожая история? Только пока никто не додумался ее остановить.